Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге января. 3 главных события первых 2 недель. Давайте узнаем, как начнется месяц, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки у вас все равно будут. И если мы говорим планетарно, то 2 января Меркурий выходит из ретроградного движения, в котором он был с 13 декабря. И те вопросы, которые, может быть, встали на паузу с середины декабря, теперь примут развитие, ускорение. И в целом переход в директное движение Меркурия как будто не оставляет нам времени на долгую подготовку, раскачку. Может быть, какая-то турбулентность нас захватит буквально с первых дней января. Ну, это планетарно. Давайте мы с вами узнаем, что думают карты для вашего знака. Первую карту мы достанем, что придет. Как видят карты для вас, мои дорогие скорпионы. А что уйдет? И далее 3 главных события. Первое событие 2 недель января. Второе событие начало месяца. И третье событие начала года. Итак, что же придет в вашу жизнь? Что-то интересное тут у вас может закрутиться. Старший аркан – колесо фортуны. И в этой колоде это добрая карта, как раз какие-то возможности. И возможности, надо сказать, к нам приходят совсем не тем путем, как мы этого ожидали. Увы, наша жизнь. Что-то вы не сможете оставить на потом. И у каждого в своей сфере жизни будут те или иные перемены. По этой карте мы не сможем чего-то отложить на потом. Сказать «я подумаю». Тут кое железо пока горячо. Где-то может вот эта турбулентность по выходу Меркурия из ретроградного движения для вас проиграться. Что-то в вашей жизни меняется. А что же уйдет? Вот по этой карте в второй иллюминатах рыцарь мечей, бунтарь без причины. Очень такая классификация яркая. И это часто проходят те люди, с которыми сложно договориться. Те люди, которые, с одной стороны, нам могут выдавать какую-то свою идею, порой совершенно невероятную, за истину последней инстанции или за какую-то выгоду. На самом-то деле, как будто дело обстоит по-другому, но это как будто уходит, вот как люди, да. С другой стороны, это где-то наше состояние, когда нам тоже хочется, ну, настоять на своем. Но вот, видимо, вот такая энергетика со знаком минус, безусловно, больше, она как будто уходит. С другой стороны, по этой карте, знаете, может проиграться такой момент, когда вы искали информацию вполне конкретную, как в отношении меня работает закон. Скорее всего, вы ее найдете для себя, что-то окончательно определите, словно подведете знаменатель и отпустите. Оно как будто уйдет. Какой-то вопрос вы окончательно сможете решить. Вот как будто так. Давайте мы узнаем, что же за события. Королева Пентаклей – это карта уверенности, это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Может быть, в вашей жизни есть такой человек, буквально который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, и у вас будет какое-либо взаимодействие, планы на будущее. Может быть, это и ваш партнер. Но если мы говорим в целом про энергетику карты, карта Королева Пентаклей – это та, которая создала себя сама. И неважно, кто меня смотрит сейчас, мужчины или девушки, женщины. Самореализация, если мы говорим, то это какая-то ваша идея, которая была как мечта, намерение, цель. Потом мы это воплощаем в жизнь, в реальности. Вот и здесь, видимо, какое-то событие, видимо, у каждого по-своему. То, что вы бы хотели осуществить, вы будете себе, может быть, буквально даже тезис-план составлять или продумывать пошагово, что мне нужно сделать, чтобы именно это осуществилось. Эта карта еще может говорить о том, что мы улучшаем свои жилищные условия, потому что для королевы Пентаклей важно все. И место проживания в том числе. Вы можете либо просто делать жилище более комфортным, либо запланировать переезд. Королева Пентаклей уделяет внимание собственному здоровью, мои дорогие скорпионы. И кто-то из вас, это не потому, что мы болеем, а потому что больше профилактика, потому что
Имидж, вопросы имиджа тоже проходят по этой карте. Они увязаны со здоровьем, с благополучием. Они увязаны и еще и с бодростью, как будто должно на все хватить сил. Поэтому кто-то из вас может быть, ну, в целях профилактики. К примеру, в бассейн я похожу или на массаж. Уделю внимание самой себе или самому себе. Настало время. Вот именно для того, чтобы чувствовать себя более энергичным. Меня хватит как будто сил на все. В зависимости от поставленных задач, наверное, у кого-то они могут быть очень даже глобальные. И вы будете думать, как изменить даже через имидж отношение к вам. Вот такое тоже иногда проигрывается. Встречают нас по одежке, провожают по уму. Так вот, какая-то деталь в одежде иногда может сменить шаблон или сломать какой-то стереотип в отношении вас. И это тоже будет вам где-то помогать. По сути дела, вот в каких-то рационально-практичных энергиях вы можете быть. Или соответственные вопросы вы можете решать. Или, повторюсь, конкретный контакт с подобным человеком. Давайте мы немножко проясним эту карту. Чем дело кончится? Достанем и спросим. По тройке мечей, вот интересно, чем дело кончится. Тут дело-то уже закончилось. По тройке мечей это всегда какая-то прежняя ситуация, это не новая. С одной стороны, может быть какое-то разочарование по тому, что, ну, какая-то история в вашей жизни не сложилась. Но это уже карта здорового равнодушия. Это тогда прежде, может быть, что-то больно ранило, разочаровало. А вот теперь уже отгорело, отболело. И мы смотрим на какую-то ситуацию, видя ее как наш опыт. Нет уже тех разочаровывающих эмоций. Но, может быть, какие-то контакты с тем человеком, с которым прежде у вас не получилось что-то осуществить, договориться, чем дело закончится, вы переведете именно в опыт. Какие-то эмоции, они словно уйдут, оставят вас. И даже если было желание разобраться, вот как, например, по рыцарю мечей, такое может быть. Здесь вы придете к выводу, а зачем? Какая-то ситуация будет вами отпущена навсегда, чем сердце успокоится. Но о себе она напомнить еще может. А правда? Сердце может успокоиться, посмотрите. Надежность – это карта жадины. И карта контроля, карта якоря, когда у меня вообще все стабильно. Поэтому где-то вашей стабильностью все и успокоится. Вы словно отстраненно посмотрите. Может быть, на какие-то отношения, или детали вашей жизни, или через общение, может быть, вопросы работы. То, что у вас не получилось осуществить. И правда, окончательно отпустите. Может быть, придете к выводу, что почему я так переживала, или зачем я столько усилий приложила, энергии. Беспристрастное видение, безэмоциональное, дает вам очень сильную позицию, что я теперь по этому поводу вообще не переживаю. Иду вперед, у меня свои задачи. Полностью, посмотрите, у вас пентаклевые карты выпадают, чем сердце успокоится, и главное событие. Вы сами для себя в центре событий. Давайте достанем карту совет, интересно. Не торопись. Не торопись, не... Ну, тут вообще нейтральная больше карта. По семерке это всегда пауза. Ни себя не следует тормошить, не какой-то процесс ускорять. По этой карте перезагрузка всегда. И если мы говорим, любое движение происходит словно в 6 стадий. Откуда и гексаграмма, да, китайская взялась. Так вот, и в картах Таро 6 – это всегда победа, неважно какой масти. Но это словно завершение, итог. И следом идет по нумерологии у нас 7 – пауза. Это когда сохранять собственные позиции. И, кстати, карта жадины очень в тему, я так называю четверку пентаклей, когда мы все сохраняем, никакого риска. Перезагрузка, когда провожаете что-то, но провожаете не потому, что оно уходит, а потому что вам уже не интересно, потому что не цепляет больше. Второе событие. Вот одно заканчивается, и другие двери открываются, мои дорогие скорпионы, карта Солнца. Раньше, когда она выпадала, останавливали. Всяческие прогнозы говорили, иди, у тебя все хорошо. Понятно, что нюансы какие-то будут, как без них. Но в целом для тебя хоть так, хоть иначе, но все кончится превосходно. И вот у вас карта Солнца, карта счастья, карта, когда сбываются наши мечты. Но
Есть еще такой момент, карта нашего эго, когда захочется что-то сделать по-своему. И в картах Таро это карта выбора правильного направления на 6 месяцев. Вот что-то у вас уже в январе, видимо, последний штрих или в чем-то точку вы поставили и тут же устремились к чему-то новому. Переключились в какой-то новый ракурс действий, совершенно другие планы. У кого-то в отношения новые, вы переключились, у вас все-таки колесо фортуны. Может быть, какая-то прежняя история личная, грустная была. И вот она вот, может быть, и закончилась, а осадочек остался, как мы говорим, в душе. И он какое-то время вас не отпускал, а здесь отпустит. Потому что вы переключитесь полностью на что-то другое. Вам, повторюсь, не будет даже интересно это. И поэтому это дважды сильная позиция. Карта Солнца, когда сбываются наши мечты. Но, видимо, тезис план определенно на полгода вам, есть смысл составить. Чем дело кончится? Хотя тут не кончается, тут только все начинается. А начинается тем, что, может быть, придется куда-то поехать или рассмотреть чьи-то предложения. Где-то маневрировать у нас тут жонглер, поэтому это своего рода выбор. Но тот выбор, который мы вот теперь на данный момент времени сделать пока не можем. И карта говорит не что так не постоянно, как перемены. И есть второе значение «пробуй», пока не получится или не надоест. И где-то пытаться усидеть на двух стульях будет правильным решением. Чем дело кончится? Не закончится. Тут как раз вы можете что-то с нуля начать, а у вас получится лучше, чем у профессионалов. И имеется смысл, что вы как будто начинаете, не планируя что-то на очень далекий период времени, на года, на десятилетия. Но события могут развиваться так, что какие-то положительные результаты придут намного раньше, чем вы могли предположить, чем дело кончится. Тут, знаете, как игра жизни по новым правилам, мои дорогие, это факт. Наверное, в январе 21 числа Плутон перейдет в знак Водолея, и это для вас очень благоприятный период будет тоже. Итак, чем сердце успокоится? Ваша карта, по сути дела. А еще это карта интуиции и карта ожидания. Когда правильно, видимо, вот с вашим солнцем нужно будет провзаимодействовать с теми возможностями, которые к вам приходят. И мы с этого начали. У вас, опять же, колесо фортуны. И эти возможности, будьте открыты вообще, в принципе, знаете, как к информации, как мы говорим, открытому миру. Не ставьте перед собой табу шаблонов, будьте милосердны к собственной душе. Это вам позволит быстрее освободиться от каких-то ненужных мыслей или глубокой философии по поводу прошедших каких-то событий. Но и с другой стороны, будет очень важно, знаете, словно плыть по фарватеру того, что преподносит нам судьба. Вот у вас первые 2 недели января. Что-то может само по себе решаться, какие-то вопросы закрываться. И тут же появляться новые возможности. И вот эти возможности, их не нужно так вот пережевывать рационально, мои дорогие скорпионы. Здесь важно попробовать именно, понимаете? Потому что результат может быть совершенно другим от первоначального ожидания, более позитивным, более радостным. А если ничего не ускоряется, то как будто самим педалировать что-то точно не стоит. Слушайте свою интуицию. Старший аркан все-таки солнце, и у каждого это солнце будет проигрываться по-своему. Давайте карту совет достанем. Правда, новые начинания. Что-то завершается, что-то и начинается. Завершилось оно уже прежде по тройке мечей. Но, видимо, последний аккорд какой-то эмоциональный, заключительный вы будете ставить и полный вперед. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с детьми, которые придется отчасти решать, но все же паш жезлов – это наш внутренний инсайт или какое-то, знаете, как тема вас заинтересует, захватит полностью. И в этом направлении захочется двигаться. И есть энергия все-таки, импульс. Я хочу именно сделать что-то в своей жизни, в отношении вас самих, как, знаете, качество жизни изменить. И вот что-то подобное с возможностями у вас будет уже в первой половине месяца. Третье событие. Признание в любви. У кого-то новое знакомство может проиграться. Но по рыцарю кубков это тоже, знаете, приятные эмоции, комплименты или, говорят, букетно-конфетный период. Вот что-то такое.
И когда мы не думаем, что это на всю жизнь, или это мне партнер по судьбе, хотя, может быть, так оно и есть, но по рыцарю кубков мы просто наслаждаемся моментом, наслаждаемся радостью, наслаждаемся комплиментами, почему нет, или подарками, но что-то глобальное еще не пытаемся словно укрепить в отношениях, просто быть легким на подъем и идти, плыть, наверное, по фарватеру развития событий этих 2 недель, мои дорогие, правда? Но посмотрите, стабильность, солнце, счастье, мы сказали, радость. И как и в личной жизни, может быть, какие-то приятные минуты. И прекрасно в целом у вас развиваются. Начало месяца, так видят карты. Что-то может ускоряться или, может быть, мои дорогие ангелы-хранители, или пространство и время для вас откроют новые возможности. Или вы как-то увидите по-другому реальность. Такое тоже может быть. Чем дело кончится? Вот все то, что я теперь говорила, 20-й старший аркан суд. И это избавление от боли, избавление от страданий. Вот все то, что мы говорили, опять же, по рыцарю мечей. Карта просто дополняет, чем дело кончится. Правда, тут что-то заканчивается. И по 20-му старшему аркану сразу начинается, если мы сказали, избавление от боли, от страданий, от разочарований. Эта карта буквально возрождение. Какие-то новые решения, вопросы, дела, люди, отношения, да вообще новое качество жизни на пороге. Чем сердце успокоится. У кого-то поездка, переезд, новые возможности, смена работы, способов заработка. Может быть, какой-то приток вдохновения, вы захотите что-то изменить тоже. По 6 мечей это карта заслуженного успеха. И хоть и темноватая карта, но вот она о приложенных наших усилиях, которые в последующем приведут к успеху. Безусловно, не о бездействии, именно о действиях. Но вы-то как раз люди деятельные, мои дорогие скорпионы, и поэтому какой-то успех в деле вам обеспечен. По этой карте очень хорошо, когда мы можем даже, например, да, изменить сферу деятельности, предположим, на IT. Или работа с большим объемом информации, работа с большим объемом, с количеством, точнее, людей. Может быть, работа, связанная с командировками, и будет интерес к жизни, куда-то съездить, что-то увидеть, посмотреть, может быть, и переехать, может быть, у вас родится такая идея с учетом рыцаря кубков, а не переехать ли мне вообще куда-то далеко. Здесь самые невероятные возможности, но рассчитываем сами на себя. И силы свои нужно рассчитать как будто тоже. По этой карте дорогу осилит идущий, но и в то же время исследовать непознанную землю без карты вам как будто придется. От этого зависит ваш успех, мои дорогие скорпионы. Одна карта другую дополняет. Давайте мы узнаем совет от карт. Правда, новые начинания, новые. У кого-то пассивный доход, у кого-то нам говорят, что вдохновись чем-то. По сути дела, паш Пентаклей – это преддверие какого-то нашего проекта на долгий период времени. Лет на 10-20. И, видимо, пока еще не время такому далекому проекту, но уделять внимание тому, что может стать таким проектом. Мы сказали про полгода, а теперь нам говорят про марафонский забег. И поэтому то, что вы можете теперь начать, все-таки у нас как будто заканчивается и начинается сразу что-то новое. И это может вполне быть как ваша задумка или вид деятельности, творчества, ремесла, да все что угодно. То, что или то, чем вы будете заниматься в течение последующих многих лет. Мы как будто готовы учиться, действовать по-другому, не так, как прежде, может быть, а в каком-то другом ракурсе. И если мы говорим «игра по новым правилам», да, по 2 пентаклей, то вот эти принять правила игры или научиться взаимодействовать с теми козырями, которые есть у вас на руках, буквально так. А козыри эти, несомненно, будут, потому что у вас, я говорила, пространство, время словно помогает, и у вас выпадает карта Солнца. Это какой-то проект или то, как вы, может быть, мои дорогие скорпионы, проведете
полгода от 2024 года будет означать какой-то очень долгий в последующем ваш успех. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.